Осторожно, новая женщина. В чем же опасность? Давай посмотрим вместе. Как всегда, с вами Вика и новый расклад Таро для мужчин. Настраивайтесь на расклад. Для энергообмена ставьте лайк, подписывайтесь на мой канал, делитесь видео с друзьями и смотрим, в каких энергиях вы находитесь. А для записи на личный расклад и на диагностику негатива телефон под видео. Итак, вы человек, который вообще привык брать от жизни все. По крайней мере, вы стараетесь это делать по максимуму, да? Вы всегда вот как-то замечаете нужных людей, вы появляетесь в нужное время в нужном месте. Если нужно, вы подучиваетесь, переучиваетесь. Ну, то есть вы такой вот, знаете, специалист, ас и мастер на все руки. И об этом, ну, я не могу сказать, что это плохая ваша черта, да. Вы такой везде, вот вы такой какой-то всеобъятный, вы всевидящий, вы всезнающий, возможно. Вы по своему характеру такой вот победитель. Вы любите и побеждать, и вы любите даже, возможно, состояние вот именно победителя, когда вот я супер, я классный. Многим из вас не хватает этого состояния. А знаете еще почему? Потому что на самом деле, смотрите, вы вышли у нас в раскладе сигнификации, в общем-то, в очередной раз императором. Но император, который имеет очень много сомнений внутри. Это говорит о том, что очень редко вас хвалят, да? Очень редко есть вот какое-то признание. Поэтому вы стараетесь либо же какими-то вот своими такими заслугами, да, вот хоть как-то, вот в роли победителя, да, вот пытаетесь хоть как-то заслужить эту победу, это призвание, это доброе словцо, потому что, ну, как-то очень редко оно у вас в жизни получается. Хотя вы достойны похвалы, вы человек, который имеет много позитивных качеств, вы имеете много заслуг по жизни. У кого-то это могут быть заслуги по работе, да, возможно, вы ну, как-то, я не знаю, может быть, вы какое-то звание имеете, может быть, у вас ранг какой-то, там, я не знаю, категория, но, опять же, это касается, смотря у какая работа, какая квалификация. То есть, вас есть за что хвалить, но очень и очень мало у вас в жизни этой похвалы было. Вы человек очень щедрый, вы человек, который всегда поможет, всегда подскажет, вы умеете утешить. Вот вы из тех людей, которые умеют не только финансами утешать, а вот именно вы какие-то такие, знаете, вот дельные советы, что ли, даете. Вы умеете, может быть, даже подбирать нужные слова в нужное время. Поэтому люди к вам тянутся. И я думаю, вы даже замечали, что тянутся, бывает просто поболтать, когда на душе хреново, когда нужно кому-то душу излить. Ну, то есть вы своего рода такая вот жилетка, да, которой все хотят пригреться, все хотят с вами утешиться, да, чтобы вы, может быть, просто доброе слово кому-то сказали. Хотя на самом деле вам-то самому этого доброго слова и не хватает. Давайте-ка сделаем как раз маленький опрос. Напишите, пожалуйста, в комментариях, все пишите, как давно вас, может быть, хвалили, как давно выражали окружающие какое-то свое признание, да, вот сказали, ты класс, ты супер, ты это, ну, так суперски сделал. Вот неважно, хоть дома, хоть на работе, где угодно. Я думаю, мало кто сейчас вот вспомнит какие-то недавние случаи, да. Вот почему-то это бывает у нас очень редко в жизни. Вы человек, конечно же, человек действия. Не пустослов, не пустозвон, а вот именно человек действия. Причем, прежде чем какое-то действие совершить, либо ну, какой-то поступок, вы всегда обдумаете, вы взвесите все за и против. Не будете ничего делать, не обдумавши. То есть вы такой, знаете, в каком-то смысле прагматичный человек. И, в общем-то, я думаю, это довольно неплохо может быть. Проигрывается у кого-то из вас разрушение вашей, скажем так, комфортной жизни, да? Возможно, вы пережили такой период, либо сейчас переживаете. Но здесь скорее показано вот любовные отношения.
Здесь разрушение, может быть, семьи, либо просто, если вы длительный период встречались. Разрушение вообще как будто самой жизни. Вот с потерей женщины вы потеряли, может быть, смысл жизни, может быть, какой-то комфорт, может быть, я не знаю, даже, ну реально это стимул жизни какой-то. Причем среди вас есть те, которые пытались, либо сейчас пытаются еще женщину вернуть, потому что вот что бы она ни творила, все равно вы готовы ей все простить. Напишите, ребят, у кого это проигрывается. Но скорее это будут какие-то вот недавние более-менее события, не те, кто там 10 лет назад разошелся. Поэтому напишите. Я, если честно, я, конечно, не понимаю, потому что то, что я вижу, человек разрушил своими поступками, действиями все, что можно. А вы все равно хотите ее вернуть. Ну вот, ну как будто, я не знаю, как под магией находитесь, и у вас даже могут у кого-то быть такие мысли. Причем женщина выделывается, женщина выпендривается, она это, в принципе, и раньше делала. Но любовь зла, как говорится. Ну, давайте-ка смотреть, мои хорошие, что же за опасная женщина ждет вас впереди, да? Это будет, наверное, скорее такой предупреждающий расклад, да, чтобы вы не обожглись. Почему-то я так подозреваю. Ух ты, да что у нас сегодня эротические карты все выпадают, приходится прикрывать их немножечко. Ну, смотрите, мои хорошие, поскольку, как говорится, все течет, все меняется, и даже те из вас, которые сейчас могут быть не в самом лучшем состоянии, да, не в самом лучшем настроении, далеко не все расположены к каким-то романтическим отношениям. Не забываем, что это общий расклад, да. Но, тем не менее, как говорится, и это пройдет, да, есть знаменитое такое выражение царя Соломона. Пройдет и ваше состояние, и вы захотите все-таки иметь рядышком половинку. Но опять же, вот эта вот ваша пелена, может быть, на глазах, вот эти вот ваши страхи, сомнения, да, они вас будут, ну это в принципе из расклада в расклад у нас переходит, вот они будут вас останавливать. Плюс ваша прагматичность. Вы будете настолько присматриваться к женщинам, но одну женщину вы все-таки можете проглядеть. В каком плане проглядеть? Не то, что вы ее там пропустите, а проглядеть, что она лицемерная, да, вот она такая двуликая. Это женщина, которая очень такая, но она настолько рациональная, она настолько продуманная. Она никогда не свяжется с человеком, у которого нет денег. Она никогда не свяжется с человеком, который, может быть, даже не имеет какие-то свои там машины, квартиры. Ну, то есть какие-то блага такие, да. Она никогда не свяжется с мужчиной просто по любви, потому что она не умеет любить. Она может в интимные отношения вступать, она может играть роль любящей, заботливой, но только по выгоде. Не зря она выпала у нас лицемерной. Поэтому я хочу сегодня немножко вас предупредить, чтобы вы, ну не дай бог, не вляпались в такие отношения. Потому что внешне она моложавая, она скорее светловолосая проиграется. Она такая очень может быть сговорчивая, она может показаться вам такая, ну, белая пушистая кошечка, которой вам так не хватало. Она может показаться вам супер любовницей, у кого дойдет до интима, да, вот кто, может быть, ну, не послушает меня, ну, всякое бывает. Поэтому я хочу вот вас предостеречь, что женщина эта, она не будет с вами, ну, никоим образом просто так. Что-то ей нужно будет, либо деньги, либо ваше знакомство. Может быть, здесь будет глаз положен на вашу там квартиру, машину, либо же она еще, сейчас давайте уточним, либо же у нее будет такое, знаете, вот ощущение, что есть какой-то потенциал в вас, что с вас можно будет раскрутить там великого бизнесмена, к примеру, ну, либо как-то вот, знаете, с женскими хитростями вас подтолкнуть, чтобы вы, может быть, свое дело открыли, а потом доить вас. Ну, то есть у всех по-разному может проиграться. На самом деле она не такая простая, как будет вам казаться.
Она не такая белая пушистая кошечка, она не такая искренняя. И я вам скажу, что искренности в этом человечке очень мало. Я не вижу у нее подруг, я не вижу у нее, возможно, даже с родственниками она будет как-то вот, ну, на расстоянии, на большом расстоянии жить, потому что настолько человек двуликий, настолько фальшивый, что ее уже ближайшее окружение просто раскусило. Она любительница веселья, она умеет веселиться, она умеет быть хорошей любовницей. Она умеет притворяться, это, наверное, ну такое единственное ее супер такое качество. Давайте-ка еще посмотрим, где вы, ну хотя бы приблизительно посмотрим, где вы можете с ней пересечься. Хотя это общий расклад, я всегда говорю, особо не привязывайтесь к месту, потому что не может у всех быть там знакомство в дороге, у всех где-то в компании. Но вы понимаете, ну приблизительно давайте посмотрим, хотя бы чтобы хоть как-то понимать. И опять же у нас показана дорога, да? Ну вот где-то это будет связано с поездкой. Либо же в процессе дороги, да, в самой вот, ну либо же автобус, троллейбус, там трамвай, у кого что, метро, может быть, у кого-то. Либо же это будет просто ваша поездка в командировку, там, я не знаю, еще куда-то. Может быть, к родственникам поедете и познакомитесь. Но она однозначно живет не там, где вы. То есть это какое-то перемещение. Либо в транспорте вы знакомитесь, либо уже по факту туда, куда вы поедете. Она вам покажется сразу, ну, такая вся грустная, одинокая, да. Это потом уже вы поймете, вот если вы рискнете все-таки и вступите с ней в какие-то отношения, вы поймете, да, она такая девчонка-зажигалка, она умеет веселиться, просто вот ей ужасно одиноко, потому что от нее отвернулись все. Из-за ее характера, из-за ее такого вот лицемерия, из-за двуликости. Ну, в общем-то, не из-за ее каких-то позитивных качеств, это точно. Она очень долгий период в жизни проводит одна. И знаете, вот почему-то вот мне идет информация, что, возможно, даже ей порой бывает комфортней быть одной. Но единственное, вот, ей разбили сердце. Она когда-то хорошо жила, у нее был мужчина, который разбил ей сердце, и после того она стала любить уединение. Но опять же, даже чтобы кайфовать в одиночестве, для этого нужны деньги. У нее таких больших денег, к которым она когда-то привыкла, у нее нет. Поэтому она ищет, ну, такого вот спонсора, папика, да, который, может быть, ее как-то будет финансово поддерживать. Для этого, конечно, и нужно будет играть роль любящей там белой пушистой кошечки. Но комфортнее всего ей одной. И знаете, вот она почему-то даже не допускает мысли, что она может полюбить еще кого-то, потому что ей разбили сердце так когда-то. Она больше не верит мужчинам. Она решила вот для себя, вот как будто она решила, что она будет просто использовать мужчин и жить вот сама. И больше никто не нужен. Она не хочет ни детей, она не хочет ни семьи, ей не нужна любовь. Она просто хочет красиво жить, кайфовать, да, вот опять же. Смотрите, те, кто пойдет с ней, допустим, в отношения, кто рискнет, не думайте, что она с вами будет вот такая белая пушистая, потому что она хочет там за вас замуж, да, потому что она хочет семью с вами. Нет, потому что она либо же уже у вас увидела какой-то потенциал, да, вот что-то у вас есть. Либо же на будущее она просчитывает на несколько шагов вперед, и она уже понимает, что, в общем-то, с вас можно что-то поиметь. Понимаете как? Поэтому я думаю, те из вас, кто рискнет все-таки с ней начать какие-то даже любовные отношения, головная боль вам обеспечена. И вам обеспечена влюбленность в нее, потому что она уж слишком хорошая актриса, уж слишком она умеет притворяться, лицемерить. Не зря от нее отворачиваются окружающие. Не зря она осталась одна. Поэтому я еще раз предупреждаю, ребята, просто чтобы, ну, как бы предупрежден, значит вооружен, чтобы потом не пришлось собирать по частям снова свое разбитое сердце.
Ну, просто не вляпайтесь в эту дамочку. Да, она моложавая, да, она интересная, да, она умеет быть, ну, такой, какую, наверное, хотят многие мужчины. Я вам скажу так, ребят, женщины, как правило, знают, вот какой нужно быть, чтобы нравиться мужчине. А женщины, которые умеют хорошо лицемерить, которые умеют манипулировать в каких-то своих интересах, но эти 1 000 000% знают, какой нужно быть. Заботливой, нежной, ласковой, поддержать, слово доброе сказать и так далее. Ну, это элементарно, Ватсон, понимаете? Поэтому не вляпайтесь. Хорошо, давайте вот все-таки я хочу напоследок для тех, кто, может быть, ну, такие бесстрашные, что ли. Для тех, кто все-таки очаруется. Вот что у вас еще может с ней быть? Может быть, еще какие-то знаки будут, чтобы вы не влипли. Ну, влюбитесь 100%, а потом будете страдать. Ребят, ну посмотрите, снова показано. Будете страдать от того, что она уйдет. Ребят, вот очень четко показано. Пока у вас есть деньги, она будет с вами. Ну, либо же еще какие-то выгоды. Она будет притворяться любящей, она будет такой супер-пупер девочкой. Как только что-то ей не понравится, как только, может быть, у вас там финансовые проблемы будут, либо же она увидит, что, ну нет, ну ничего не перепадет ей, да, потому что вы же тоже не лыком шиты, вы тоже у меня мальчики умные, правда? Как только она увидит, что никакая денежка, никакие машины, квартиры и все остальное ей не светит, она очень быстро ретируется. Поэтому, ребят, а вы останетесь вот с разбитым сердцем, влюбленный и вот такой вот страдалец. Поэтому возьмите на заметочку, моложавая. Ну, она уж слишком может быть слащавой, да. Женщин очень много. Я понимаю, что почувствовать, но это сложно, да. Сложно почувствовать, что именно это лицемерка. Но вы почувствуете, ребят. Я вот надеюсь все-таки, что вы почувствуете. Давайте-ка сделаем еще так. Как же ее прочувствовать, чтобы вы точно понимали, какая она. Смотрите, рядом с этой женщиной вы будете на тонком уровне, на энергетическом уровне, я думаю, многие почувствуют, вот все равно, несмотря на ее притворство, несмотря на то, что белая пушистая, вот какой-то подвох. Вот будет ощущение интуитивное, что вот просто не бывает так, вот что-то в ней не то. Вот вы можете даже сами себе не сможете объяснить, что с ней такое, что вас настораживает. Это будет чисто подсказка вашей интуиции. Поэтому, мои дорогие, осторожно, новая женщина на пороге, но только не обожгитесь, только не влюбитесь не в ту, в кого нужно. Вот такой был сегодня расклад. Кому понравился, ставьте лайк, подписывайтесь на мой канал, делитесь видео с друзьями. И всем пока!